пытается контрить и отлично наносит удары, но Захар, так смотри, как идет и вперед Захар сейчас. тоже. Захар вот этим своим напором действительно попадает. Ну и Хавард много ударов. Начинается поединок, Цезарь просто залетает. Просто залетает, зажимает, клинчует. Ну пошла Барсуха, что-то не... У нас 7 коллег. Ох, как жестко встречает сейчас. Просто налегке набрасывает Ярик. Добрый день, меня зовут Евгений по прозвищу Композитор. В Махаче провел 1 бой, 1 победа. Тренируюсь упорно, не пропускаю. К бою готов сражаться. Соперник у меня крепкий и сильный молодой парень и боец. Приветствую всех любителей кровавого спорта. Меня зовут Святослав по прозвищу Ражный. Упор буду делать на то, чтобы не затягивать все дальше первого раунда. Подготовка была, в принципе, стандартная по боксу, то есть работы в парах, двигался на лапах, тренировался на тренажере правила, укреплял свой дух и тело. Также хорошо закачивал кисти, чтобы сделать из этих кулаков молот и тор. Мой рекорд в Махаче 1-0, следующий бой будет 2-м по счету. По сопернике знаю то, что он легче на 10 килограмм, но для меня это не повод расслабляться. Он опытный боец, также он тренер. В бою пусть передаст мне свой опыт. Поддерживают родные, близкие, братья. Непосредственно это тренер, потому что он очень много уделяет мне времени. Тренер у меня талантливый, то есть есть талантливые бойцы, а есть талантливые тренера. Вот мой тренер, он из таких. Зрителям желаю хлеба и зрелищ, я вас не подведу, бой будет интересный. Встречаем следующую пару гран-при среднего веса и поприветствуем первого бойца. Шапель Евгений по прозвищу Композитор. Является одним из самых возрастных бойцов Махача. Ему 38 лет, рост 180, вес 76. Представляет город Остер. Является базовым боксером. В прошлом поединке одержал уверенную победу над Вовой Каледой. Давайте его поприветствуем и поддержим. И поприветствуем его оппонента, Семкин Святослав по прозвищу Ражный.
Представитель города Киев. Его рост 177, вес 85 и ему 24 года. Является базовым боксером. Тренируется в зале PM Fight Academy под руководством Антона Коряжмина. Давайте встретим и поприветствуем этого бойца. Бойцы на середину. Напоминаю правила. Височная часть, затылочная часть, позвоночный столб мы не бьем. Головой друг друга не бьем. Плечом не подкидываем в клинч. Никаких ударов локтями, коленями, ногами. Никакой борцовской техники. Красивый, корректный, кулачный бой. Слушаем мои команды. После команды стоп не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Готовы, судьи? Первый раунд, время, бой! Ну что ж, интереснейшее противостояние. И прямо с первых секунд прям видно, как заряжены спортсмены. Очень крепкий Ох, боец. размашисто сейчас работает боец в желтых тейпах. Это у нас как раз-таки ражный. Есть, видно, разница у нас в габаритах. Прям по массивнее выглядит у нас ражный. В черных тейпах это у Очень нас крепкий парень. Главное, чтобы кислорода хватило ему, чтобы... В черных тейпах это у нас Шопен. Фамилия Шопен, прозвище композитор. Шопен более расслабленно работает. Расслабленно, но сейчас пропустил, чуть наткнулся на удары. Но нужно быть сконцентрирован. У того удары, конечно... О, через зубы, отлично! Да, есть! Два, три, 4, 5, 6. Бой! Передний, боковой и просто второй нокдаун подряд в первом раунде. 4, 5, 6, 7, 8. Бой! Итак, бой продолжается. Бой продолжается и немного оступился у нас Шопен. Бой! Это, конечно, ражный. О, снова натыкается на удары, да, это третий нокдаун. И да, все, останавливает поединок. Рефери Александр останавливает поединок. И победа Шопена. В данном поединке на первой минуте 24 секунде в первом раунде победу нокаутом одержал Шопен Евгений по прозвищу Композитор. Если не ошибаюсь, это первая победа в рамках Гран-при с весом меньше оппонентов. Свят, очень заряженный, очень сильный боец. Чего тебе не хватило? Да, честно, не могу сказать, что мне не хватило. Ударов, правда, не видел особо соперника. В принципе, все четко, готовился хорошо. То есть, как бы все есть. Может, еще раз увидимся. Но чтобы сказать, что что-то не хватило, то как бы нету такого. Понял. Спасибо, Свят. Спасибо. Женя, с победой тебя. Второй бой, вторая победа. Тяжело драться с оппонентом, который по габаритам превосходит? Уже даже морально тяжело. Да, психологически, я вчера как увидел, вот уж он здоровый. Как с ним драться, ну ё-моё. Ну, потом дома успокоился. Все нормально. Спасибо тебе за бой. Классный бой. Всем спасибо.
Спасибо. Да, ну я бы здесь хотел сказать, насчет рук все нормально, потому что у каждого разный стиль, и если посмотреть, допустим, вот зайти в YouTube и посмотреть там 100 лучших нокаутов, вы посмотрите, что всех, кого нокаутируют, у многих у них руки подняты. Это еще не значит, что это тебя спасет. Если главная эффективность. И сегодня Женя работала эффективно. Сам практически не пропустил, 3 сделал нокдауны и в конечном итоге закончилось нокаутом. Работал красиво, очень точно. Все супер. Ну, тебе, да, чуть-чуть надо потянуть технику. В принципе, я тоже, да, видел, ты вышел готовый, шел вперед, там, ни заднюю не давал, все было четко. Ну, сегодня не твоя ночь. Еще потренироваться и вернуться, и все будет нормально. Еще раз поаплодируем бойцам, друзья. Слободским привет за забор АУЕ. Это снова я, Анатолий Савенко, также ТТ. Мой рекорд в Махаче 1-0 досрочно. Подготовка не менялась, все так же занимался 3 раза в неделю. Про соперника могу сказать только одно, не боюсь его, как и всех остальных. Выбрал Махач, потому что к этому лежит моя душа. Всем добра, всем Махач. Всем здорово, меня зовут Толик, я из города Мукачево. Собираюсь переиграть соперника на ногах, сводить его за ручку на урок бокса. Противник ниже меня, немножко полегче. Стараюсь обыграть его на дистанции и немножко побить его по пузу. Меня поддерживают мои кенты, мама, папа, бабуля. Ну, этого достаточно. И поприветствуем первого бойца. Савенко Анатолий по прозвищу ТТ. Толя представляет город Светловодск. Базовый боксер. Его рост 168, вес 65,7 и ему 24 года. Ранее участвовал в Махаче и одержал уверенную победу над Куцем Дмитрием по прозвищу Боксер. Давайте его поприветствуем и поддержим сегодня. И поприветствуем его оппонента, малыш Анатолий. Приехал к нам Толик из города Мукачево. Его рост 178, вес 68 и ему 22 года. Сегодня он дебютирует в нашей организации. Является КМСом по боксу, получил в 2015 году. После 2016 года перестал выступать. Давайте его поприветствуем и пожелаем ему удачи.
Бойцы на середину. Напоминаю правила. Честный, красивый, корректный кулачный бой. Никакой борцовской техники, никаких ударов головой, плечом, коленями, локтями и ногами. Затылочная часть, височная часть, позвоночный столб не бьем. Лежачего не добиваем. Самое главное правило – команда стоп. После нее мы не работаем. Слушаем мои команды. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, у нас в желтых тейпах, у нас малыш против Челси. Просто посмотри, что происходит прямо. Вот это так зарубились, ребята, прям с первых секунд, и малыш очень хорошо работает, но зная ТТ, зная его характер, зная его агрессивный стиль, с первых секунд ударов 20 нанесли, кажется. Прям неплохо так зарубились, но и... О, да, это называется чуть-чуть нокаут с запозданием, есть такая тема. Было такое в UFC, кстати, недавно, совсем недавно был такой вот нокаут. Конечно, да, ударов... Это такой, знаешь, типа фантомный нокаут называется. Пропускался ударов в самом начале поединка, потом уже, знаешь, типа мозг включился. Самый короткий нокаут. Watch your head bust. Automatic rounds coming at you from ear to ear. Watch your head bust. В данном поединке техническим нокаутом на 29-й секунде в первом раунде победу одержал Савенко Анатолий по прозвищу ТТ. Два Толика у нас сегодня. Как ты себя чувствуешь? Как ощущения? Нормально, все хорошо. Не понял, если честно, что произошло. Да мы тоже не поняли. В глазах потемнело, упал без понятия. Просто на минуте свет выключился. Поедете потом, проверьте у врача еще нормально, хорошо? Все отлично. Надеюсь, мы еще увидимся. Я не от удара, точно не от удара, не помню даже. Проверишься, потом напишешь. Конечно. Толя, тебя со второй победой поздравляем. Самый жесткий, самый яркий боец. Я не знаю, кто с тобой будет драться в этой весовой категории. Скажи несколько слов, пожалуйста. Прежде всего хочу сказать спасибо большое организаторам, всем, кто меня поддерживал. Соперник хороший, попадал, удары я прочувствовал, короче, достойный, так получилось просто. Хочу сказать, не допустили, зарисовали мне свастику. Хочу всем сказать, это не фашизм, не нацизм какой-то, это с тюрьмы, это отрицаю мусорское, здесь ничего такого нету. Просто выбрал такой путь, мне по кайфу. Спасибо всем. Спасибо, Толя. Спасибо, умница. That just goes to show you can't play fighting. That was a great knockout, and I'm glad to see his opponent's okay. Ричи пропустил, он думал, что там ударом нокаутом. Там размен был да, перед этим. Что размен был серьезный. И реально ребята рубились, особенно когда только начало было, они там рубились, как будто кто-то вообще их ускорял. Там такая скорость была. Вот, в общем, слава богу, все живы-здоровы, это самое главное. Все остальное это ерунда. Спасибо. Давайте еще раз поаплодируем бойцам, друзья. Малышу Анатолию скорейшего восстановления. И думаю, еще и увидим его в Махаче. Всем привет. Меня зовут Владислав, мое прозвище Бычок. Мой рекорд в Махаче 1-0.
ни малейшей тренировки не провел на этот бой, отдался полностью работе. Мой противник молодец, красавчик и тяжелее на 10 килограмм. Посмотрим, как оно будет. Я выбрал Махач, чтобы попробовать что-то новое для себя. Голые кулаки — это все-таки интересно. Привет, меня зовут Данил, прозвище от Махача «Красавчик». Мой рекорд 2-0, и сейчас будет 3-й бой. Тренировался я всегда регулярно, еще до Махача, и, в принципе, всегда вне зависимости от того, выступал или нет. Сейчас ничего не изменилось, тренировки постоянно. Мой соперник легче меня на 10 килограмм, и в этом плане у меня, конечно, есть преимущество, но, с другой стороны, я стараюсь никогда не расслабляться вне зависимости от того, кто против меня, потому что у нас голые кулаки, у всех есть шанс. Ну, мне хотелось бы надеяться, что меня поддерживают мои родные, близкие. Безусловно, меня поддерживают многие мои друзья, и мы это увидим на мероприятии. Друзья, продолжаем наш вечер поединков и следующий бой в рамках Гран-при. Поприветствуем первого бойца. Савченко Владислав по прозвищу Бычок. Базовым тайским боксером. Представляет город Киев. В прошлом сезоне одержал уверенную победу в поединке против Костюченко Богдана по прозвищу Физрук. Его рост 177, вес 73,6, и ему 23 года. Давайте его поприветствуем и поддержим. Поприветствуем его оппонента, Гребенюк Данил по прозвищу Красавчик. Боец нашей организации, официально мы подписали в Карпатах с Даником контракт. Имеет в своем активе 2 поединка и 2 победы. Первый бой против Тершака Григория, второй поединок против Антона Радько по прозвищу Берсерк, который закончился техническим нокаутом. Сейчас в соцсетях идет большая перепалка между ребятами касательно реванша. Итак, рост Даника 180 сантиметров, вес 83, ему 25 лет. Является базовым кикбоксером. Давайте его поприветствуем и поддержим. Бойцы на середину. Напоминаю правила. Височная, затылочная часть, позвоночный столб мы не бьем, головой не бьем, плечами не бьем. Локти, колени, ноги запрещены. Любая борцовская техника запрещена. Слушаем мои команды. После команды «Стоп» не работаем. Лежачего не добиваем. Красивый, кулачный, корректный бой. Пожали руки. Судьи готовы?
Судьи готовы? Первый раунд. Время. Бой. Итак, дорогие друзья, говорю быстро. В желтых тейпах у нас красавчик, в черных тейпах у нас бычок. И да, уже вот как раз успел. Это неожиданно. 2, 3, 4, 5. Даня, реагируй. 6. Круги, руки. Время, работаем. Немного взбодрил он красавчика, бычок. А чуть темп упал. У красавчика темп чуть упал, он стал более аккуратным. И я думаю, сейчас он восстановится, покажет себя чуть-чуть по-другому. Мы всегда отмечали его широкую стойку и то, как он уверенно стоит на ногах, то, как он перемещается, но его руки... Начинает взрываться, восстанавливается. Смотри, начинает взрываться, но все равно открыто. Открыто пока открыто. Сейчас вот это можно сказать... О, как залетел сейчас красавчик с такими мощными ударами, видно его... Разозлило, зацепило. Пытается оттесниться. Смотри, как вот Мешков сейчас нанес. Поддавливает. Они там встретились головами, я, по-моему, заметил. Но посмотрим, вроде как все нормально с красавчиком. Он же красавчик. Да, он же красавчик. Разозлило это. Разозлило. Ой, попал опять. Молодец, он уже готов. Завелся. Вовремя включился Александр, рефери поединка. Бой продолжается и вновь справа сейчас попадает и пытался. Через руку, жестко через руку пробил. Прям в ухо. 2, 3, 4. Бой. В разрез как пошел и залетел передним боковым. Перебил, я тебе скажу, все, перебил. Я тебе скажу, морально перебил. Он прям морально уже не готов врубиться. Красавчик, просто красавчик. Техническим нокаутом в первом раунде на 1 минуте 33 секунде победу одержал Гребенюк Данил по прозвищу Красавчик. О, чуть не упал. Влад, хорошо начал. Привет. Хороший бой мог быть. Дядя Саша поберег здоровье твое. Скажи несколько слов, пожалуйста. Все хорошо. Правда. На самом деле... Ухо разбито. Готовился на полноценные 3 раунда. Чтобы все было хорошо. Но я чувствовал ухо. Первый раз я еще проигнорировал, спросил у Саши. Второй раз я уже понял, что ухо барабаны. Ну, надо беречь. В любом случае. Здоровье важнее. Вам спасибо. В любом случае, первый раз посадил ножу. Даник, это первый был у тебя здесь, да, на заднице? Как ощущения? И тебя с победой, кстати. Благодарю. Ну, ощущения довольно всегда, как только пропустишь, всегда включаешься. Лучше нет метода собраться. Я был все-таки чуть-чуть не собран, чуть-чуть подрасслаблен, хоть и старался не расслабляться. Мне это все было, тем не менее, очень волнительно, несмотря на то, что человек, надо отдать ему должное, на 10 килограмм меньше. И на духе вышел, прекрасно ударил, я не видел. И поаплодируйте, пожалуйста, человеку, это дорогого стоит, 10 килограмм разницы. Ну, а я, конечно, рад, что я буду боксировать в Палаце спорта. И благодарю всех, кто пришел, моих близких, их сегодня много. И все болели, переживали. Я еще дал повод попереживать, но, думаю, не сильно. Спасибо вам.
Еще хочу сказать, что у бычка травмированная рука, и, скорее всего, ему нужно будет время на восстановление какое-то. Махач ему с этим поможет во всех аспектах, и финансовом также, потому что ему нужна операция. Давайте еще раз поаплодируем этому мужчине за его характер. Фил, как тебе данный бой? Влад, не расстраивайся. Выйти против Данила нужно иметь большие яйца, у тебя они есть. Ну, серьезно, потому что хороший боец. Есть ответ, на самом деле. Есть ответ. Давай. Он красиво выглядит, но а что бояться? Он же не... Я говорю, что он хороший боец, а не красивый. Я парней по красоте не оцениваю. Так правильно, поэтому я тебе и говорю, что ты красавчик. Да, тебя с победой. Ты, как всегда, не расстраиваешь. Только вперед. Спасибо за бой. Давайте еще раз поддержим бойцов, друзья. Хочу сказать, что мы все делаем ради вас, ради зрителей, поэтому подписывайтесь на канал Махач, на наши соцсети, следите за новостями, ведь благодаря вам мы и растем. Спасибо большое.